Вот так дела. Я тут на днях решил пересмотреть Куб 2 Гиперкуб, о чем я сделал отдельный пост в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайся, ссылка в описании. И я понял, что вторая часть серии фильмов Куб очень даже неплоха. Наверное, именно так должен выглядеть адекватный сиквел. Вы наверняка помните, как работала первая часть. Люди оказывались заперты в кубе и старались найти выход из необычной тюрьмы, в которой они оказались. В первой части герои анализировали цифры и таким образом пытались вычислить, где находится некая комната-мост, которая способна вывести их во внешний мир. Но это полбеды. Сам по себе куб наполнен ловушками, а один из персонажей со временем впадает в безумие и таким образом угрожает всем остальным членам группы. Простая формула. Опасное кубическое окружение плюс опасный человек среди группы людей равно фильм Куб. И поймите меня правильно, я уже говорил об этом в своем посте. Мне не хочется наблюдать за беготней от очередного психопата. Мы уже видели это 100 раз. Да, первый Куб безусловно классика, и без него не было бы ни второй части, ни части третьей, ни знаменитой платформы, но куда более интересно наблюдать за тем, как развивается идея Куба, ведь по сути создателям сиквела нужно было приложить серьезные усилия для того, чтобы снять что-то необычное на фоне оригинальной первой части, и у режиссера Анджея Секулы это удалось. После того, как он поучаствовал в качестве оператора на съемочных площадках «Бешеных псов» и «Криминального чтива» Квентина Тарантино, Анджей постепенно пришел к идее создания фильма Куб 2 Гиперкуб, и сразу же, не в бровь, а в глаз. В прологе мы видим, как неизвестный нам человек начинает искать в кубе заветные цифры в дверных проемах, но их нет. С первых минут кинолента отрицает тот фундамент, который был заложен в первой части, и это круто. По мере продвижения по сюжету обнаруживается, что комнаты двигаются, но их движение не слышно, а вот в первой части звуки были, и это тоже характерное отрицание первой части, пусть и даже в таких мелочах. Фильм вообще соткан из качественного отрицания, в том смысле, что Гиперкуб отрицает некоторые особенности первой части и при этом примножает свои собственные достоинства. Посудите сами, Куб как место действия никуда не делся, он все так же опасен. Никуда не делась группа людей, оказавшихся в заточении. Психопат тут тоже есть, и правила триллера соблюдены. Но что появилось? Теперь Куб работает со временем. Да, Гиперкуб изначально имеет четвертое измерение – время. И фильм активно эксплуатирует эту особенность. В Гиперкубе встречаются комнаты ускоренного и замедленного времени, здесь же есть параллельные вселенные, двойники героев, изменяющаяся гравитация. Режиссер не боится экспериментировать, и мне нравится в том числе дизайн Гиперкуба. В этой части все максимально стерильно, фильм ушел от мрачного окружения первой части, теперь все похоже на операционную или же на кабинет врача внушительных размеров. Наверное, в том числе и этот фильм взрастил во мне любовь к лиминальным пространствам. Персонажи также сменили одинаковые робы на собственную одежду. Новых ребят легко запомнить, один только Джерри чего стоит, рассудительный и добрый обыватель, оказавшийся не в том месте и не в то время. А еще у нас есть харизматичный Саймон Грэди, размахивающий ножом направо и налево. В своем телеграм-канале я отдельно упомянул сцену, в которой Саймон начинает заниматься каннибализмом, чтобы выжить в Гиперкубе, и это максимально жутко. В его злодейство и правда веришь, и поражаешься тому, как он легко отвергнул нормы морали, когда понял, что убийство человека означает лишь убийство копии человека. Параллельные реальности в контексте фильма содержат в себе бесконечное количество Джерри, слепых Саши и безумных старушек миссис Пейли, поэтому логика Саймона проста. Одним больше, одним меньше. Сюжет фильма мало чем отличается от первой части, люди просто пытаются выбраться из куба. Но в Гиперкубе, что характерно, есть попытка объяснить, кто именно создал этот ужасный эксперимент. Скажу сразу, ситуация в этом плане не особо прояснится даже под самый конец фильма, но я не вижу в этом ничего плохого. Все-таки тайна так или иначе сохраняется, и это позволяет выдвигать множество различных теорий. К тому же в Гиперкубе появляется импостер, человек, который работает на тех самых таинственных организаторов эксперимента. Теперь о недостатках. Фильм блещет своей плохой графикой. Конечно, она ворвиглазна, чего греха таить. Все эти ловушки, снесенные головы — это буквально испанский стыд, но в этом, по крайней мере, чувствуется искренность. Режиссер действительно хотел привнести что-то новое, и у него это получилось, поэтому плохую графику, наверное, можно простить. Я так и делаю, хотя понимаю, что огромное количество зрителей это не прощают. Их право. Другое дело, что фильм почему-то ругают за отсутствие какой-то математической точности. Вот, мол, в первом фильме была настоящая арифметическая загадка, а вторая часть ее утратила. Как по мне, плевать. Покажите мне хоть одного зрителя, который получил бы удовольствие от того, что его мозг лишний раз загрузили бы цифрами и всякими теоретическими построениями. Еще один урок геометрии?
Нам этого хватило в школе. Я уже говорил о том, что гиперкуб имеет четвертое измерение — время. Поэтому и происходящее на экране не укладывается в привычные нам представления. Почему-то я уверен, что те же самые люди, которые пишут рецензии о том, что гиперкуб плох из-за этих игр со временем, вполне спокойно смотрят «Интерстеллар», где Купер летает по гиперкубу и стучит по книгам. Также я видел критику персонажей. Вот, мол, их действия нелогичны, но, как по мне, все предельно логично. Да и характеры вполне проработанные. Саймон Грэди — частный детектив, везде ищет скрытых врагов и пытается выбраться из куба. У него хорошо проявляется параноидальный характер. Проектировщик Джерри считает комнаты, размышляет и тоже пытается выбраться из куба. Он такой своеобразный пацифист, готовый сотрудничать со всеми. Разработчик Макс бегает по комнатам, спасает полковника и, черт побери, тоже пытается выбраться из куба. Да что со всеми ними не так? И этот парень немного стоит особняком. Возможно, считает себя умнее остальных. Все связаны друг с другом, прямо или косвенно, все также связаны с создателями гиперкуба. И я не понимаю, что может быть плохого в том, что наши герои бегают по гиперкубу и пытаются выяснить, как из него выбраться. Но еще я заметил несколько непонятных мне киноляпов или же намеренных допущений. Так, например, мне непонятен кадр, где группа вылезает из комнаты, которая располагается ниже. Причем оттуда же поднимается Саша, которая очевидно слепа, и она просто не могла бы забраться под потолок, чтобы вылезти из люка. Причем сказать, что это все происки гравитации, тоже не получится. Если пройти чуть дальше по сюжету, то персонажи удивляются изменению гравитации именно так, как будто они видят это впервые. Вторая непонятная мне вещь, о которой уже давно говорят в интернете, это часы Джерри. Группа в одной из комнат находит часы Джерри, и оказывается, что его двойник оставил их в этом помещении, чтобы отметить комнату. Однако при таких раскладах часы должны быть одинаковыми, но оказывается, что у них различается серийный номер. И сейчас будет спойлер, поэтому аккуратнее и вообще промотайте на 10 секунд дальше, если не хотите узнать детали концовки. В момент убийства Кейт мужик в пиджаке то исчезает, то опять появляется. Вот такие вот пироги. А так в целом фильм хороший. У него есть такой, знаете, ВХСовский вайб. Актеры играют неплохо, за взаимодействием персонажей интересно наблюдать. Музыкальное сопровождение в плане именно эмбиента приятно удивляет. На концовке я вообще подумал, что сейчас играет что-то из Терминатора. Не вот это вот ту-ту-ту-ту-ту, а сюита пустыни из второй части Терминатора. Короче говоря, я доволен. Мне кажется, что последний раз я смотрел этот фильм где-то 11 лет назад, и олдфаги помнят, что я даже делал на него обзор. Мое мнение не изменилось. Как 11 лет назад приглянулся этот фильм, так и сейчас он оставляет приятные впечатления. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И не забудьте чекнуть описание, где могут быть полезные для вас ссылки. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч.